Есть в истории Сталкер одна почти комическая деталь. Серия, которая лучше многих других игр понимала, что такое опасное пространство, ценность жизни, цена вылазки и непредсказуемость мира, всегда была почти идеально устроена для сильного сетевого режима. И при этом официально с мультиплеером ей хронически не везло. И проблема не в том, что у Сталкер не было мультиплеера. Он как раз был. Deathmatch, Team Deathmatch, охота за артефактом. Это был стандартный мультиплеер своего времени. Все это могло работать как шутер, но почти не работало как сталкер. Потому что сталкер никогда не был про спортивное столкновение двух равных команд на замкнутой карте. Он всегда был про другое. Поэтому официальный мультиплеер серии и воспринимался как придаток. Не как естественное продолжение жизни в зоне, а как обязательная индустриальная галочка эпохи, когда у каждого большого проекта должен был быть мультиплеерный режим. В этом видео я хочу поделиться своими мыслями о том, без чего невозможно представить мультиплеерный сталкер, кто смог ухватить составляющие идеального мультиплеера лучше всего, и почему у самих разработчиков сталкера уже так не получится, и на самом деле это никому не нужно. На связи Вася, давайте начинать. Мы охотно переходим к обсуждению того, как создавать связанный геймплей, будь то кооператив. Да-да, мистер Умный Пиджак, мы поняли, что вы просто зарабатываете деньги. До свидания. Но вся магия, ради которой люди вообще полюбили Сталкер, в этот формат не помещалась. В одиночной игре Зона жила своей жизнью, давила атмосферой, манила редкой добычей, рождала истории на стыке страха, жадности и выживания. В мультиплеере все это сжималось до банального «кто кого быстрее всех перестреляет и кто займет первую строчку в таблице лидеров». Но вот мы в 2026 году. И идеальная формула мультиплеерного сталкера все-таки нашлась. Просто не внутри самой серии. Ее нашел не официальный сталкерский мультиплеер, а жанр экстракшн-шутеров. И ближе всего к этой формуле сегодня подошла Ark Raiders. Но чтобы это понять, сначала нужно разобраться, что вообще делает сталкер сталкером. Первое. Это не игра про героя. Сталкер всегда был про человека внутри системы, которая больше него. Суть сталкера не в том, что ты избранный и весь мир крутится вокруг тебя. Наоборот, лучшие моменты серии рождаются из ощущения, что зона прекрасно существует и без твоего участия. Ты не центр этого мира, ты просто один из тех, кто рискнул в него пробраться. Поэтому в сталкере так важна автономность пространства. Мир кажется живым не потому, что он красиво нарисован, а потому что он как будто не ждет игрока. Где-то кто-то уже воюет, где-то мутанты доедают неудачливого бедолагу, где-то кто-то уже нашел то, зачем ты только что собирался идти. И вот это чувство собственной незначительности внутри большого, холодного, равнодушного мира — одна из самых важных частей сталкерского опыта. Второе. Главный враг — это сама среда. Да, в ней есть мутанты, группировки, аномалии и радиация. Но все это работает не как набор отдельных опасностей, а как единая система давления. Сталкер — это человек, который все время оценивает маршрут, слушает окружение, считает патроны, сомневается, стоит ли вообще лезть дальше, и понимает, что любая ошибка может сделать весь поход бессмысленным. Отсюда появляется один из главных маркеров серии. В зоне ты не охотник, а добытчик. Ты не идешь побеждать мир, а идешь попытаться унести из него чуть больше, чем он отнимет у тебя взамен. Именно поэтому артефакт сталкера ощущается не просто как лут, а как что-то, за что ты рисковал своей жизнью. Третье. Сталкер — это особая эстетика мира. Мир зоны — это не дженерик постапок, а мертвая постсоветская реальность, в которую вторглось нечто необъяснимое. И где-то рядом странное поле, аномалия, что-то, что не должно существовать. Именно из этого контраста между знакомым и чужим рождается уникальное настроение серии. И это настроение всегда было сложным. В Сталкере страшно, но все же и уютно. Зона безразлична к человеку, но человек все равно пытается в ней жить.
Поэтому серия держится не только на опасности, но и на редких островках тепла, базах, кострах, шутках, байках, коротком ощущении дома посреди абсолютной враждебности. Четвертое. Сталкер — это про ремесло и ритм вылазки. Это образ жизни, в котором ты идешь по стандартному сценарию. Вышел в опасное место, нашел что-то ценное, избежал смерти, вернулся, продал добытое, починился, подготовился к следующей вылазке, вышел в опасное место. Удачливый сталкер не тот, кто красиво доминирует над внешним миром, а тот, кто вообще сумел из него вернуться. И вот если посмотреть на это все, становится очевидно, почему старый официальный мультиплеер Stalker никогда по-настоящему не работал. Он брал у серии внешние признаки: оружие, карты, слово артефакт, атмосферный визуальный слой, но выбрасывал ее внутреннюю логику. Арена-шутер строится на симметрии, скорости, соревновательной чистоте, балансе. Сталкер же устроен противоположным образом. Он про асимметрию, тревогу, грязную тактику, сомнительные решения и главный вопрос любой вылазки: а стоит ли вообще в это ввязываться? И вот здесь на сцену выходит Ark Raiders. Игра формально вообще не имеет отношения ни к Чернобылю, ни к Стругацким, но по своей механической и эмоциональной логике неожиданно оказывается ближе к идее онлайн-сталкера, чем почти все, что когда-либо делалось под этим названием официально. Ark Raiders формализует то, что в Сталкере всегда было сердцем одиночной игры. Ты не просто появляешься на карте, чтобы стреляться, ты выходишь в враждебную среду за добычей, и любая встреча становится не только боевой, но и экономической ситуацией. Стоит ли тратить здесь ресурсы? Стоит ли раскрывать позицию? Стоит ли рисковать лутом? Стоит ли добивать противника, если звук боя приведет кого-то еще? А может быть, стоит задержаться еще на минуту ради более жирной добычи? Или лучше уйти, пока вообще есть шанс вернуться? Вот это и есть чистый сталкер. Не на уровне антуража, а на уровне мышления игрока. Дальше еще интереснее. В сталкер огромную роль играет ощущение, что мир тебя превосходит. Даже не потому, что в нем есть сильные враги, а просто сам мир структурно опасен и не создан для твоего удобства. В Ark Raiders эту роль выполняют машины Ark и сама среда. Ты не контролируешь темп происходящего. Наоборот, ты все время подстраиваешься и корректируешь свою тактику. И как аномалии в Сталкере превращают простое передвижение по карте в тактическую задачу, так и в Ark Raiders сама карта диктует поведение. Даже эстетически между этими играми есть родство, хотя оно и не буквальное. Сталкер держится на материальности распада: бетон, ржавчина, облупленная краска, индустриальный мусор и темная романтика заброшенности. Ark Raiders же работает иначе, через выцвевший ретро-футуризм, через технику, которая выглядит одновременно продвинутой и безнадежно устаревшей, через ощущение мира, который не рухнул в один день, а медленно пришел в негодность. Это другой культурный код, но результат похожий. Пространство кажется не декоративным, а обжитым и правдоподобным. Есть и еще одна важная точка сходства, о которой говорят реже. Очень легко свести сталкер к одиночеству, но на самом деле сила серии как раз в том, что одиночество там всегда оттеняется короткими вспышками человеческого тепла. Вы возвращаетесь на базу, присаживаетесь у костра и встречаете таких же людей, которые тоже пытаются выжить в этом мире, и на короткий момент становится не источником какой-то угрозы, а доказательством того, что здесь вообще еще можно оставаться человеком. Вспомнил вот. Пришел, значит, сталкер к доктору. Доктор осмотрел его и говорит: вот это от усталости, это от нервного напряжения, а это от депрессии. Спасибо, доктор, спасибо. А у вас, кроме водки, ничего нет? Ну ты выдал. Ark Raiders неожиданно попадает и в эту часть сталкерской ДНК. Снаружи опасный мир, но в Спиранде есть место, где ты готовишься к новой вылазке, закупаешься у торговцев, берешь задание.
Кстати, разработчики уже подтвердили, что очень хотели бы сделать интерактивную Спиранзо, где игроки смогли бы взаимодействовать друг с другом, а не просто тыкаться по разным частям интерфейса. Но, возможно, самое главное сходство — это то, как Ark Raiders рождает истории между игроками. Потому что лучшая фантазия об онлайн-сталкере — это ведь не просто возможность ходить по зоне вдвоем, I was just joking. You're good. и невозможность устроить команды дезматч на знакомых локациях. Лучшая фантазия — мир, где любой встречный может оказаться и угрозой, и союзником, и случайным попутчиком, и человеком, который через секунду тебя предаст. То есть мир, где каждая встреча читается через риск, нужду, страх, жадность и ситуативное доверие. А это вот тот самый кристаллически чистый сталкер, только уже в многопользовательской форме. Именно поэтому Ark Raiders — это идеальный мультиплеерный сталкер. Да, в игре нет советских бородатых анекдотов и знакомой славянской тоски, но в ней есть куда более важная вещь. Она понимает, что онлайн-версия должна строиться не вокруг арена-шутера, а вокруг ощущения, что мир сильнее тебя, но ты должен в нем как-то крутиться, вертеться. И именно в этот момент у всей этой истории обнаруживается самый неприятный смысл. Потому что если все это правда, то вывод получается довольно неприятным для мечты о том самом настоящем онлайн-сталкере. Кажется, он уже не нужен. Не в том смысле, что сетевой сталкер невозможен, наоборот. Он настолько возможен, что его базовые принципы уже реализованы в другом месте. И реализованы достаточно убедительно, чтобы стало ясно. Просто взять зону и сверху натянуть на нее экстракшн, каркас, и назвать это долгожданным мультиплеером уже недостаточно. Проблема в том, что жанр давно изменился. Экстракшн-шутеров сейчас очень много. И в такой ситуации еще один проект в духе «а теперь то же самое, только в знакомом сеттинге» не воспринимается как прорыв. Он воспринимается как опоздание. Если это будет просто экстракшн в зоне, он проиграет сразу по двум направлениям. Для фанатов Stalker это будет выглядеть как упрощение и подмена ради тренда. Для аудитории экстракшн-шутеров как еще один клон на уже переполненном поле. И, возможно, это даже к лучшему, потому что сила Stalker сегодня не в том, чтобы догонять Ark Raiders и другие экстракшены на их территории. Сила Stalker в том, чтобы оставаться зоной, чтобы не растворить свою идентичность в жанровой моде, чтобы не превратить редкое, неудобное, меланхоличное и мистическое переживание в еще один сервис про гринд маршрутов и оптимизацию рейдов. И в этом, пожалуй, главная ирония всей истории. Stalker много лет был игрой, которая интуитивно предчувствовала экстракшн жанр, но так и не смогла официально стать им в мультиплеере. А потом пришла Ark Raiders, забрала эту несбывшуюся возможность, отполировала ее и показала, как должен выглядеть живой, современный, атмосферный PvPvE мир, где каждая вылазка — это история. На сегодня это все, что я хотел вам рассказать по этой теме. Если вам понравился ролик, подписывайтесь, ставьте лайки, делитесь этим видео с друзьями. И увидимся в следующем видео. Всем пока!